是韩玉芳。姨老，发生什么事了？ Неплохо Хуэйхао и Ван Дун разобрались с мастером-медведем 70-го ранга. Используя слияние духов, богиню света, они сокрушили этого довольно сильного эксперта. Хотя по уровням они значительно проигрывали ему. Ван Дун имеет 60-й ранг, а Хуэйхао где-то 45-й. Клан Чистого Неба по-прежнему величественный и легендарный. А как вам возрожденные Дамин и Эрмин? Если честно, их практически не узнать. Тайтань, он же Эрмин, больше похож на свою первоначальную форму обезьяны-титана, потому что невероятно крепкий и сильный. Нютянь в человеческой форме лазурный буйвол питон, более утонченный. Он сильнее техниками и умениями, чем грубой силой. Они оба присматривают за Ван Дуном, как за собственным ребенком. В хорошие и надежные руки передал Танцан свою дочь. А Хуэйхао с Ледяной Императрицей случайно вызвали ужасный всплеск энергии из-за высвобождения силы Снежной Императрицы. Такая мощная аура потрясла даже глав Чистого Неба, Нютяня и Тайтаня. В предыдущем видео мы подробно рассматривали, как Электролюкс вместе со всеми душами внутри, а также поддержкой двух глав Чистого Неба совершили слияние Хуэйхао и Снежной Императрицы. Так родилась духовная душа, зародыш Снежной Императрицы внутри Хуэйхао. В результате он сам получил серьезный урон, пострадала его ментальная сила, и духовное море было повреждено. Уже после всего этого Нютянь помог Хуэйхао исцелить духовное море. Этот эффект был поразительным и был сравним с помощью несравненного титулованного 99-го ранга Муэна. Вскоре после этого эмбрион Снежной Императрицы начал активность, и младенец вот-вот родится. Да, в духовном море Хуэйхао скоро появится новенькая душа. Процесс рождения эмбриона духовного зверя внутри Хуэйхао был очень быстрым. Неожиданно оранжево-золотой свет усилился, и внутри эмбриона начала появляться трещина. Появилась маленькая фигура. Это был ребенок с белоснежной кожей и глубокими синими глазами. Хуэйхао, наблюдая за этим, позвал ее Снежной Императрицей, но она не реагировала. В какой-то момент девочка сказала Хуэйхао «папа». Он был шокирован и смущен, так как был еще очень молод, но она назвала его папой. Представьте эту забавную сцену. Хуэйхао понял, что этот ребенок был новым воплощением Снежной Императрицы, но ее поведение было совершенно иным. Она выглядела как милый и избалованный ребенок. Хуэйхао назвал ее Снежная Дева. И она действительно была рождена благодаря общей силе Хуэйхао, Электролюкса, Ледяной Императрицы и Шелкопряда. А что можно сказать о Духовном Кольце? Какое кольцо получит Хуэйхао от Снежной Императрицы 700 тысяч лет? На самом деле, ее сила не могла поместиться в одном кольце, необходимо было больше. Хуэйхао как раз достиг 50-го ранга, но ему нужно только одно кольцо на первом духе, духовных глазах. Благо, что у него был второй дух, Ледяная Императрица, и на ней было полно мест для духовных колец. Кроме того, его Ледяная Императрица не будет противодействовать силам Снежной Девы. Они обе принадлежали ледяному атрибуту и дополняли друг друга. Снежная Дева вызвала мощные колебания духовной силы. Кроваво-красное духовное кольцо Хуэйхао от Ледяной Императрицы начало двигаться в разы быстрее. Внезапно появилось оранжево-золотое кольцо и начало ритмично двигаться вместе с красным кольцом. Оранжево-золотое духовное кольцо? Ранее мы еще не видели таких цветов. Да, Снежная Дева превратилась в духовное кольцо 700 тысяч лет, а его цвет был оранжевый. Это озадачило Нютяня и Тайтаня, так как они также никогда не видели оранжево-золотых духовных колец. Снежная Дева по сути стала живым духовным кольцом, и ее силы зависели от Хуэйхао. Ее физическое тело хотя и было материализованным, но все равно было формой энергии. Это объясняло, почему она могла слиться с Хуэйхао, тем самым увеличивая его силу. Духовный мастер не мог получить все духовные навыки, которыми обладал зверь, и мог поглотить лишь тот, который подходил ему самому. Но Снежная Дева является живым существом, поэтому надеется сохранить все свои силы. Однако она не могла сделать это одна и нуждалась в Хуэйхао. Вот почему ей нужно было занять несколько мест. Сколько же всего колец получил Хуэйхао от Снежной Девы? В общей сложности 4 духовных кольца оранжевого цвета. После того, как появилось второе, третье и четвертое оранжево-золотое кольцо, эти 4 духовных кольца двигались вместе с кроваво-красным кольцом Ледяной Императрицы. Наконец, Хуэйхао официально стал королем духа. Кроме того, он даже добавил 4 духовных кольца за один раз. Но сначала он не мог контролировать эти 4 новых духовных кольца.
Ими могла управлять лишь Снежная Дева. Кажется, от такого количества колец даже Тансан не получал за один раз. У него максимум было 3 кольца от братьев 15-тонных муравьев. Процесс слияния между духом Снежной Императрицы и Хуэйхао оказался намного проще, чем ожидалось. Он лишь почувствовал, как в его тело проникла большая сила. Хуэйхао действительно получил огромную выгоду от 4 новых духовных колец. Мало того, что его духовная сила увеличила уровень, но и его кости, меридианы и ментальная сила получили усиление. Насколько сильны новые кольца Хуэйхао и какими навыками они обладают? Рассмотрим это в будущих видео. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о таких мощных кольцах от Снежной Императрицы. Подписывайтесь на канал и всем пока.